И опять на повестке дня лечо. Сегодня лечо готовлю из томатов, сладкого перца, горький вот такой у меня колокольчик, без семян очищу. И баклажаны, обязательно тоже делаем вот с баклажанами, манжечка так называемая тут. Именно в Бессарабии готовят манжечку. Это самое популярное блюдо, самое быстрое. А вот весной замечательно. Вот это сочетание очень хорошее. Ну и обязательно здесь должен быть чеснок. Точный рецепт я вам дам под видео. Вот. И будет еще агар-агар, сахар, соль, масло подсолнечное рафинированное и, естественно, уксус 9%. Давайте все по порядку. Я расскажу, что зачем готовлю и как буду готовить эту вкуснятину. Итак, томаты очищены. И, кстати, в рецепте именно уже чистый вес, очищенный. Вот. Тем более, что сейчас очень, если покупаются, то я видела на рынке, там мало что остается, если очищать. Поэтому томаты очищены, казан бабушкин готов, баклажаны порезала вот такими кусочками, это большие у меня, а те, что потоньше Валентина, те, естественно, кружочками вот такими порезала, где-то полсантиметра. Больше, меньше 1 миллиметр, ничего, это не страшно. Ну и перчик тоже порезан вот такой лапшичкой, мы вот такое любим. Перца у нас килограмм, баклажанов килограмм. 2 перчика уже измельчила. Вот этот горький, без семян. Ну и чеснок. А сейчас начнем приготовление. И начинаем его с того, что я отправляю. Итак, чеснок в блендере. Этот горький перчик, который у нас колокольчик, тоже здесь у нас в блендере. Для того, чтобы хорошо измельчилось, потому что мало все-таки массы, хотя 200 граммов, я добавлю сюда парочку помидоров. Ну и сейчас будем измельчать. Вот такое очень красивая измельченная масса. Мы отправляем это в первую очередь в казан. Вот этот овощ нам очень важно получить в таком виде. Вот. А теперь моя задача измельчить все томатики. Тоже через блендер пропускаю вот таким образом. Вот. И включаем. И тоже измельчаем. И заливаю все в казан, вот эту всю массу томатики. А теперь очень важный момент, когда уже готов полностью весь томат измельчен, в казане холодный, перед тем как ставить на плиту, беру 8 столовых ложек сахара и 3 грамма агар-агара. У меня высший сорт агар-агара, 3 грамма предостаточно. Здесь уже отмерено. Вот так вот. 3 грамма, если даже чуть больше, очень хорошо. Что я делаю сейчас? Вот этот момент, очень важный момент. С сахаром перемешиваем агар-агар, он не будет браться кусочками. Напоминаю, агар-агар это природный сгуститель, это водоросли, вытяжка из водорослей, с красных, бурых водорослей, которые живут в Тихом океане. Это лечебная вещь, но увлекаться тоже нельзя, слишком много. Вот. А при приготовлении он является очень хорошо, закрепляет цвет и хороший консервант. И еще, именно почему я сразу же сахар только ставлю, соль я пока, масло не буду ставить, и уксус только после этого. Уксус, когда закипит, я буду закреплять этот цвет. То есть я сейчас цвет сюда добавляю, перемешиваю. И вот цвет вот овощей, смотрите, он такой яркий, он проявляет себя во всей красе. Вот даже было, вот видели, он темноватый. Когда я вот сразу соль, так вот все на кучу бросала, вот не занималась вот этим, это много лет назад, вот, получился какой-то темный, некрасивый. А вот благодаря вот агар-агару
сахар в начале с агар-агаром. Это уникальная, вкуснейшая вещь получается, очень полезная для здоровья. Еще раз говорю, это природный загуститель. Вот. Теперь можно отправлять на газовую плиту на весь огонь. Итак, томаты закипают. Смотрите, весь цвет проявился. А теперь нужно закрепить. А чтобы закрепить, нужен уксус. Я сразу же заливаю 2 столовые ложки, заранее залила, и 2 столовые ложки уксуса. И перемешиваю. Вот, красота, красота. Я обожаю этот момент, когда закрепляешь, вот эти все цвета сохраняются. Вот, видите, какая красота. Нам важно лето в банке, не только аромат, но и еще и вкус, и цвет сохранить. Ну и, кстати, сахар с агар-агаром создает особый вкус, но вот нужно с него начинать. Итак, перекипело. Теперь нужно тоже сохранить цвет. Засыпаю теперь перчик весь. Красный перец, он тоже очень красивый. И перемешиваю. Буквально минуту оно закипает. А теперь отправляю сюда аккуратненько вот все кусочки баклажанов. Баклажаны у меня сладкие. И я их не засаливала, не присаливала. Поэтому соль в конце будем по вкусу. И вот так потихонечку их отправляю. Вот этот прекрасный томатный сок. Летняя сказка. Ах, какая прелесть. В общем, все я сюда сейчас отправляю. Вот это бабушкин казан. Вот эта порция большая. Именно в бабушкином казане готовится. Вот так начинает кипеть уже. Я теперь соль добавляю. На эту порцию у меня столовая ложка с верхом соли и 4 столовые ложки масла. Я уже примерно знаю. Вот так. Теперь делаю огонь. Чуть-чуть вот надо перемешать. Очень аккуратно, чтобы соль сюда вниз попала. Делаю маленький огончик. Вот так вот. И накрываю крышкой. Вот какой аромат. И маленький огонь. 20 минут кипит. Итак, 20 минут прошло. Вот так, какие уже все овощи. Такое оно замечательное лечо. Попробовала на вкус. Соли не хватает. Поэтому еще немножко, но это получилось где-то чайная ложечка этого соли. Крупная соль обязательно должна быть. И оставляю еще на 10 минут покипеть. Остальное у меня все очень вкусно. По сахару, по кислоте. Очень вкусно и красиво. 10 минут кипит. Я тем временем уже готовлю кастрюльку для крышек, которые будут кипеть. Ну и баночка у меня тоже готова. Прошло полчаса. Смотрите, кусочки целенькие. Все такое красивое. И когда закрываешь именно с агар-агаром, открываешь, такое нежное желе получается. Очень вкусно и красиво. Ну что, банки готовы, крышки кипят. Я начинаю закрывать. Вот и готово. Закрыла. У меня получилось полулитровые баночки 7 штук. Вот они у меня. Вот. И вот еще и блюдо такое набрала, потому что картошка в мундирах уже готова. Никак нельзя не поделиться сейчас в летний период с этим прекрасным блюдом, которое называется лечо. И мое семейство будет снова лакомиться вот этим вкусным набором сказочного витаминного лета. Но на этом не закончится все это дело, потому что я сейчас переложу в теплые вещи. На всякий случай я люблю вот такие салаты, все-таки их отправить еще на сутки в теплые вещи, а затем уже переношу в погреб. Готовьте, зима спросит строго. Ну а мы желаем вам приятного аппетита, вкусных заготовок. Всего вам самого-самого доброго.